Я много раз в своей жизни слышал фразу «просто мне не нужны никакие отношения». Я думаю, серьезно? Вот прям так. Вот я бы, если вот узнаю, что с кем-то, да, у нее отношения, позвоню, скажу, а ты вообще говорила, что тебе отношения не нужны. И не будет что такого, что она такая, блин, да, сейчас, подожди, я просто забыла, секундочку, сейчас, подожди, сейчас, повиси на линии, сейчас, Валер, собирайся. Валер, дело не в тебе, Валер. Валер, ну там пацан реально раньше занимал, я просто затупила, Валер. Просто, ладно, если что, ты 17-й, Валер, все. Понимаете? Однажды я знакомился, не было еще Тиндера тогда даже. Я знакомился через сайт знакомств какой-то, и что написал какой-то девушке, и она мне сказала, я с ним знакомлюсь, я здесь играю в игры. На сайте знакомств. Самое место для игр, думал. Ну, ты же так и скажи, я тебе не понравился, что ты начинаешь, что игры она играет. Просто такая отмазка, знаете, то же самое, что я подъехал где-то на каком-то проспекте у нас или на улице, не знаю, где там стоят девушки платные, на машине, открыл окно, спросил, сколько, и она такая достала телефон, я здесь не работаю, я играю в игры, пожалуйста. Понятно, давайте, не для вас целая эта роза. Не очень, вы понимаете. И, короче, долго не клеилось. Знаете, вот как понять, что... У меня даже получилась характеристика. Типа, как понять, что вот организм мужской же физически требует женщину. Даже не то, что а физически прям. Физически. Вот есть киоски, вы знаете, кисет Атика, да? Там есть бегущая строка рекламная. И вот когда ты на этой рекламной строке видишь надпись не кофе соки, а кофе соски. Это значит, что ты засиделся девкой, скажем так, уже давно, понимаете? Вот. Как я даже ухаживал за одной долгое время, мне очень нравилась девушка одна. Кстати, бывают такие, которые не умеют утешать, знаете, не умеют. Но они пытаются тебя утешить, а делают еще хуже. Я за ней ухаживал, и как-то потом оказалось, что у нее есть парень. Она мне, и я такой, типа, ну, в смысле? И она мне, чтобы меня успокоить, говорит, ну, просто я как парня не рассматривала. Чувствуете, как мне в этот момент легче стало? Я такой, слава богу. Отлегло. На самом деле, думаю, кто тебя учил утешать? Откуда ты вообще... Хорошо, что она не работает где-то в больнице, да? Там тоже нужно утешать людей. Как бы она это делала? Типа, простите, но мы его не спасли. Ну а что случилось? Ну, мы просто этот вариант даже не рассматривали. Так себе, да? Успокоение. Я потом спросил, мне говорю, а как твой парень относится к тому, что ты со мной проводишь время? Она говорит, он не ревнует. Я думаю, сука. Походу, он меня тоже как парня не рассматривает. Трындец, думаю, на этом мы сошлись. И, кстати, мне как-то одна знакомая, подруга была, я у нее спросил, говорю, короче, она мне пыталась объяснить, что иногда девушки дают номер, типа, у которых есть парень, они хотят, чтобы ты за них поборолся. Ну, мне просто когда одна еще девушка, я попросил номер, она дала номер мне. Я сказала, ну, у меня есть парень. Я думаю, зачем? Ты уже мне позвонил у своего парня, что-то спросил, или что? Ну, к чему это? Или ты как будто сняла с себя ответственность? Знаете, такая девушка, с которой, если мы вдруг переспали, она такая, что ты натворил? Я же тебе говорила. Я рассказал до подруги, она говорит, типа, ну просто некоторые девушки хотят, чтобы ты проявил настойчивость. Ну, типа, настойчивость. Я думаю, настойчивость в чем? Вот просто настойчиво упрашивал твоего парня по ебалу, вот такую настойчивость. И парень такой, типа, я тебя, конечно, пиздить не хотел, но ты был настойчив и заслужил. Иди сюда. Давай, получай заслуженное. Да, да. Кстати, как-то у меня было свидание, бывают вообще в целом люди, не только девушки, но это было... Я с парнями на свидание не ходил, поэтому в целом люди. Но я столкнулся с такой девушкой. Бывает не склонны разбираться в сути вопроса, просто любого вопроса. Они хватают информацию по верхам, но просто ляпают. Типа, вот, и неважно, как оно клеится. Короче, у нас было свидание с одной девушкой, получается, и в какой-то момент мы заговорили о ящерице. Я понимаю, что это звучит странно сейчас. Ну, я понимаю, что понятно, что у тебя не клеилось, ты на свиданиях про ящерицу говорил, да? Но нет, на самом деле это было в каком-то контексте. Не то, чтобы я не так подкатывал, знаете, типа, знаешь, ящерица. Так вот, ты посимпатичнее. Ну, нет, просто в каком-то контексте, в каком-то разговоре я к чему-то сказал, что ящерица в случае опасности, это общеизвестный факт, отбрасывают хвост шевелится, отвлекает хищника, ящерица спасается бегством. Я ей об этом говорю, она мне говорит, да, как курицы.
Я такой, в смысле, говорит, курица? Она говорит, ну курица, если голову отрубить, она что же какое-то время бегает? Я такой, да, но... Ну, вроде как бы ты и права, но это не ее решение. Нет такого, что курица, завидев в небе коршуна, такая к деду, бегом руби башку, я побежала к спасать. Пускай башка отвлекает коршуна, пока тело бежит. Ну, потом где-то в районе животных, да, мудрая ящерица такая усатая подходит к этой курице и говорит, смотри, курица. Фишка в том, чтобы отбрасывать ненужную часть тела. И курица такая, блин, ну а я что, по-твоему, делаю, да? Ну, я потом понял, откуда это взялось. Мне просто тогда попалась такая девушка, видимо, которая в случае опасности тоже отбрасывает голову и садится в машину к 4 кавказцам. Вот. Я таких встречал около Болеро. Кстати, я еще заметил такую штуку, ну, в тот период, что мы, когда с кем-то расстаемся, ну, вот у всех были расставания 100% в какой-то момент жизни, почему-то, ну, понятно, что состояние не лучшее, но мы всегда вот в периоды грусти слушаем музыку грустную. Как будто бы, чтобы она еще, которая на самом деле еще усугубляет эту ситуацию, понимаете? Ну, типа там, Shape of My Heart, Sting, все идет песни, в которых, сука, начинает идти дождь на улице, понимаете? Ну, в гидромедцентре так и говорят, должна была быть ясная погода, но, сука, кого-то бросила тёлка. Вот, ну. Я просто понимаю, что, ну, как бы вроде мы под настроение выбираем музыку. И это только почему-то под наши душевные состояния, понимаете? Как будто бы нам недостаточно страданий, как будто вот такие, хочу еще пострадать. Ну, это никогда не работает с физической фигней. Мы никогда не слушаем музыку под физическое состояние, да? Никогда. Ну, хотя было бы где-то прикольно. Представляете, у тебя диарея, живот прихватил, такой чумдра, чумдра. Ну, он бы складывался вроде. Но не так, не так. Вот. Я, кстати, думаю, что можно в таком случае, если нам не хватает страданий, можно не усугублять музыкой. Можно просто пойти во все тяжкие. Ну, там что-то наркотики, какие-то дешевые проститутки, что ты потом так, меня бросила девушка. Теперь у меня трепак. Достаточно страданий. Давай включать веселую музыку и выбираться из этого дерьма. Я работаю с детским аниматором. Как-то вот эта компания, на которой я работаю, они мне как-то позвонили, там что-то спрашивали. И я говорю, типа, что голос у меня был, видимо, грустный. Они говорят, Саша, у тебя все в порядке? Я такой, да, ну нормально все. Они такие, ну, если что-то не так, ты нам скажи, мы приедем, голову отрежем. Детские аниматоры у нас в городе нормальные вообще. Приедут, голову отрежут, представляете? Хотите себе таких заказать? Типа, алло, здравствуйте, сколько стоит заказать ребенку детского аниматора? Это, не знаю, сейчас 1500 гривен сейчас. Но смотрите, если что не так, мы приедем, голову отрежем, понятно? Ну, очень. Кстати, на самом деле была бы прикольная разборка, если что, когда-то с детскими аниматорами, представляете? Ну, типа какая-то стрелка, приезжают все мои там, ну, Лунтик, Бамблби, все вот эти вот, Пират, Клоун, Жужа, вся детская версия неудержимых собралась, знаете? И такие типа, а кто это тут у Сашки девушку увел, а? А кто это? И в туннеле все. Единственная разборка, которая закончилась бы выносом торта. Но эта компания, на самом деле, для разборок, типа, между какими-то группировками, была бы идеальней. Потому что, представляете, ну, если ты попал на такую разборку и тебя избили, ты же своим пацанам на ответку, ну что ты им скажешь? Типа, пацаны, меня отпиздил Лунтик. Погнали разбираться. Не сработает, понимаете? У меня есть семейная пара, друзья. Они попросили меня когда-то пожить у них, присмотреть за собакой из квартиры. Я там просто жил. Просто жил и все. И они когда приехали, они такие, типа, ты что, дурак, ты же мог пап водить. А я не мог. Потому что там одинарка. И на всю стену вот так вот висит огромный портрет жены этой семейной пары. Понимаете? Стенд от пола до потолка с ее фотками. Это некуда спрятать. Поверьте мне, я искал. Некуда спрятать. Ковер? А если ковер сверху? Нет ковра. Нет, ну, приобрести. Нихуя себе. А со стендом что делать? Тут согласен, посложнее. Вокруг стенда ковер еще работает.
Ну, понимаете? Я начал думать, что с этим может... Ну, тут, типа, как ты сюда приведешь девушку? Ну, что ты скажешь? Типа, это просто женщина. Ну, Это типа, не мое. это не мое, это... Ну, мой, ну, что? Я думаю, так, что можно сделать? Что можно сделать? И единственное, что мне приходит в голову, это на каждой фотографии уголок черным скотчем заклеить. Я не сделал. Я понимаю, что, возможно, для истории было бы лучше, если бы сделал, но я не сделал этого. Я не совсем дебил. Я подумал дальше чуть-чуть, на следующий шаг, думаю, а где... Ну, где я найду такую, которая заходит поминальная атмосфера, а? Которая, зайдя в эту квартиру, скажет, запах ладана. Я теперь не устаю, да? Возьми меня, мой святой отец. Ну, опять же, всегда можно все испортить. Всегда. Я решил соблазнить в момент, что 2 бокала вина, она такая, ну, ничего, блин, все, вечер испорчен. Понимаете? В любом случае. И девушки любопытные. Они все равно, она все равно спросила, кто это. Все равно не спросила. И что я ответил? Дорогая, это моя бывшая, от меня просто так не уходит. Согласитесь, так себе, так себе.